Ту дождливую осень, когда я принесла в дом промокшую, тощую бездомную кошку, я и представить не могла, что это станет началом новой жизни. Мне было 34, я только узнала о долгожданной беременности и внезапно остро почувствовала, что нашему дому не хватает тепла. Я встретила ее у подъезда, серую, с немного косыми глазами и белым пятнышком на груди, удивительно похожим на сердечко. Она посмотрела мне прямо в душу, тихо мяукнула и, не сомневаясь в своем праве, устроилась у меня на коленях. Я восприняла это как знак свыше. Так у нас появилась Аса. С первого дня она не отходила от меня, а особенно от моего живота. Спустя пару недель я заметила, что кошка спит, прижавшись именно к тому месту, где рос малыш. А еще она постоянно вылизывала мою кожу на животе, мягко, настойчиво, с какой-то необъяснимой материнской нежностью. Сначала это вызывало улыбку, мол, готовит ребенка к суровой реальности. Но вскоре я стала замечать закономерность, стоило мне почувствовать слабость, тревогу или приступ токсикоза. Асса мгновенно оказывалась рядом и начинала свой ритуал. Казалось, она знала, что внутри растет не просто жизнь, а нечто, требующее особой защиты. На 12-й неделе я отправилась на первое УЗИ, считая это простой формальностью. Но лицо врача и внезапно наступившая тишина сказали все до слов. А потом прозвучал холодный, как сталь, вердикт: у вашего ребенка признаки хромосомной патологии. Высокий риск синдрома Дауна. Я рекомендую сдать дополнительные анализы, возможно, амниоцентез. Мир рухнул. Я онемела от ужаса. 2 дня я не могла ни с кем говорить. Просто лежала и плакала. И в эти минуты Асса была рядом. Она не требовала еды или ласки, она просто клала голову мне на живот и подолгу, упрямо вылизывала его, словно стирая следы горя. В этом было что-то мистическое. Последующие анализы лишь подтвердили высокую вероятность патологии 92%. Врачи осторожно намекали на возможность прерывания, но я отказалась от рискованных процедур. Мы решили оставить ребенка, что бы ни случилось. И в эти тяжелые недели кошка стала моим ангелом-хранителем. Чем глубже я погружалась в отчаяние, тем настойчивее она ухаживала за моим животом. Ее шершавый язык стал для меня лекарством, а ее присутствие — оберегом. Даже мой скептически настроенный муж, узнав о диагнозе, начал смотреть на Ассу с благоговейным трепетом. Недели текли, каждая из них приносила новые УЗИ, которые с пугающим постоянством подтверждали высокие риски. Но парадоксальным образом сам малыш, вопреки всем прогнозам, активно рос, развивался, и его крошечное сердечко билось упрямо и сильно. На 28-й неделе я впервые почувствовала не просто шевеление, а осознанный мощный толчок. Это было так неожиданно и так прекрасно, что я не смогла сдержать слез. И в этот же миг Асса, словно уловив всплеск моих эмоций, запрыгнула ко мне, заглянула в глаза своим пронзительным взглядом и принялась за свою работу с такой яростью и самоотдачей, будто чувствовала мои силы на исходе, и сейчас я могу сломаться. Врачи разводили руками, а они могли оперировать лишь вероятностями, но не давали точных ответов. Я отказалась от платных комфортных родов и решила рожать в обычном роддоме, но с одним условием, чтобы муж был рядом. Я умоляла дать мне возможность родить самой, чувствуя, что это важно. Весь 9-й месяц Асса провела в состоянии постоянной боевой готовности. Она почти перестала есть, лишь изредка пила воду. Она либо лежала у меня на животе, словно персональный телохранитель, либо, особенно по ночам, будила меня своим настойчивым вылизыванием. Я больше не находила в этом повода для шуток.
Я лишь молча плакала, ощущая странную смесь всепоглощающего страха, безграничной любви к еще нерожденному сыну и слабой, но цепкой надежды, которую дарила мне эта странная кошка. Роды начались на 39-й неделе стремительно и мощно. Это был водоворот боли, адреналина и ослепляющего света ламп. Муж сжимал мою руку, я кричала, теряя связь с реальностью. И вдруг, сквозь этот хаос, прорвался другой звук, чистый, сильный, жизнеутверждающий детский крик. И наступила тишина. Врач молчала, и это молчание длилось вечность. «Он», — наконец произнесла она, и в ее голосе слышались слезы. «Он абсолютно здоров. Никаких признаков патологии. Совершенно здоровый мальчик». Когда мы привезли сына домой, Асса, обнюхав люльку, наконец-то подошла к своей миске. Ее миссия была завершена. Она больше никогда не вылизывала мой живот. Сейчас нашему сыну 3 года. Он обожает Ассу, а она по-прежнему охраняет его сны. Иногда он спрашивает: «Мама, Асса мне животик лижет, я что, заболел?» И я улыбаюсь. Потому что верю, эта кошка что-то знала. Возможно, она чувствовала то, что недоступно нашим глазам. Возможно, ее любовь и необъяснимая забота исцелила малыша еще до его рождения. Она любила его с самого начала, без условий и объяснений, но история на этом не закончилась. Однажды зимой, когда сыну было 4, я проснулась от шума и увидела, как Асса вылизывает его ручку. Наутро я обнаружила у него небольшую аллергическую сыпь, которая, к моему удивлению, быстро сошла после кошачьего ухода. С тех пор я стала замечать, что Асса безошибочно определяет, когда сын нездоров. В другой раз, когда у него поднялась температура, она не отходила от него, терлась о щеку, и жар вскоре отступил. Для нас Асса перестала быть просто питомцем. Она стала живым талисманом, хранителем нашего семейного очага. Даже врачи удивлялись, как быстро сын справлялся с болезнями. Я уверена, что она обладала особым даром чувствовать и исцелять. Теперь, когда сын уже ходит в школу, он сам просит, чтобы Асса ночевала рядом. И я спокойна, пока она с нами. Ведь самые великие чудеса иногда приходят в образе маленького существа с бездонным сердцем, готовым подарить всю свою любовь, чтобы изменить чью-то судьбу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!